Данная лекция дает знание о том, каким образом духовная основа воспроизводит события, и данные события являются уже готовым элементом импульса духа. То есть фактически событие, которое находится вне пространства и времени, является элементом импульса того духа, который данное событие создал. То есть фактически я сейчас вам показываю ту систему связи, когда вы имеете многообразие информации, то есть все связи, в каждом элементе этих связей. Значит, вы хотите построить какую-то ситуацию, и она у вас есть на уровне духа. Вы же ее откуда-то берете. То есть фактически, когда вы хотите какую-то ситуацию построить, кого-то вылечить, кого-то, там, например, направить, преобразовать события, вы же берете, во-первых, если хотите вылечить, есть диагноз, например, да? Но если хотите сделать событие таким, каким оно вам нужно, то вы во многом ставите цели сами часто. Так вот, когда вы ставите цели сами, вы их ставите на основе известных свойств, например, там, диагноза, элементов событий, а часть то, что является истинно вашим, то есть духовным, идущим от вашего духа, от вашей души. Значит, и вот именно этот элемент является основным с точки зрения управления, и этот элемент является образующим те события, о которых я сказал. То есть события, которые вы строите, уже существуют на уровне вашего духа. Фактически, рассмотрев собственную духовную структуру на уровне воспроизводства готовых, уже известных, заведомо заложенных событий, вы приходите к уровню души. Получается, что дух, с этой точки зрения, является известным фактором для души. То есть душа создает события в пределах духовной структуры, и вы эти события получаете для своего сознания. Значит, когда вы рассмотрели такую позицию мира, то вы сразу видите, что мир существует на духовной основе. Значит, потому что именно отсюда возникают события. Значит, получается, что чтобы получить события, надо знать, значит, каким образом ваша духовная основа, значит, их делает. Так как я сказал уже об этом, как нужно делать, но специально не сказал некоторые детали там связующие. Тем не менее, я сказал, повторился, что духовная основа их делает, и задал опять вопрос «как?», то ясно, что делает там, где духовная основа пересечена, например, основой событий. Например, если материально, это излечение от заболевания, это, например, создание нужного события. Если это духовная, то есть чувственная часть, чувства, мысли, создание нужных мыслей, нужных, например, чувств и так далее. Есть элемент такой, который относится к чувству любви, так там идет вечность и бесконечность. Там система, она иная, там как бы есть система абсолютной статики. Это другое и относится не только к духовной основе, но и основе души, основе мира. Вот поэтому любовь считается и является реальным основой, которая имеет и бесконечный, и как бы локальный фактор. И когда вы рассматриваете эту стадию, то вы видите, что мир создан из любви. То есть достаточно это осознать, как вы создаете на основе любви. То есть подразумевая, что кирпичиком каждого события является любовь. Когда вы, значит, строите один кирпичик, второй, третий, то получается дух – это отражение любви с точки зрения воспроизводства событий. Именно слово «любовь» описывает это технологически, например. Значит, когда вы смотрите нейтрально, то есть без слов, то вы имеете дух. Но когда вы хотите получить технологию, вы рассмотрите первую позицию с точки зрения любви. Слово «созидание» дает общую картину, и она часто бывает размытой, а любовь является кирпичиком любого события. Значит, поэтому, когда говорят, что Создатель, Бог создал, и значит, создание его таковы, что он проявляет к ним любовь, это так и есть, просто по технологии устройства мира. Значит, по аналогии с тем, как создавал Создатель,
вы, соответственно, и действуете. Рассмотрев элементы в виде любви, смотрите, как идет связь между элементами конструкции, и дальше переводите на другие структуры, там, на восприятие в виде чувств каких-либо, там, чувства творчества, чувства желания что-то построить и так далее. И смотрите, как идет перевод понятия любви в преобразование слова. То есть, когда вы делаете, вы же должны понять, вы можете понимать, но как это перевести в слова, например. То есть, вот здесь важно получить такую технологию развития собственного духа, чтобы слова были компонентами данного духа, данного состояния духа. То есть, когда вы имеете состояние, вы имеете слова, а слова уже строят. Поэтому есть такой тоже принцип, что вначале было слово. Значит, когда вы рассматриваете словесную фазу, то есть описательную фазу, можете моментально, например, абстрагироваться и получить несловесную фазу. То есть фаза, которая не описывается, но где все известно. Вот это состояние духа, оно тоже есть. Вы даже, например, не присматриваетесь туда, как бы далекий, вот есть пример в физике, там у Ломоносова там якобы вот было такое, что если вдалеке где-то лес, то не видно, как деревья шевелятся. Подходим близко, то видно. То есть принцип такой оптический. Но тем не менее, где-то вдалеке вы знаете, что там лес. Например, что там конкретно. Но вы не хотите, например, приблизиться. Тогда получается, что на духовной основе, к чему я веду, всегда известно, что есть впереди. И ваша задача оттуда просто взять. И когда вы берете, например, причем часто есть возможность взять только в одной конструкции, то вы получаете как раз систему спасения и получаете, что вы, естественно, можете всегда спасти, потому что вы идете часто по только одному возможному пути, где нет других вариантов. Отсюда следует точная диагностика, точное управление и так далее. Значит, поэтому вашей задачей во всем этом будет являться то, чтобы понять эту лекцию с точки зрения вашего собственного духа. И посмотреть, как ваша душа организует этот дух в момент понимания этой лекции. Вот этого достаточно сейчас. Затем, примерно через 1,5 месяца вы уже записываетесь на прием и приходите с результатами.